Всем привет! Сегодня у нас будет небольшой видеообзор, посвященный доработкам масштабных моделей. Я вам покажу аксессуары в масштабе 1 к 43, точнее регистрационные номерные знаки от студии Microdesign. Эти наборы я уже демонстрировал в одном из видеороликов, и тогда говорил, что постараюсь поставить данные номерные знаки на свои масштабные копии. И сегодня я вам приготовил 13 автомобилей. Это в основном грузовики отечественного производства, но также есть одна иномарка от Neo Scale Models. На нее я поставил московские черные номера, потому что у меня две таких масштабных копии. Одна была предсерийная, без номерных знаков, и тем более такие машины встречались в советское время. И если вам понравилась данная рубрика, то поддержите видеоролик лайком и также напишите в комментариях, хотите ли вы увидеть продолжение. Тогда я оставшиеся номерные знаки тоже постараюсь установить на подходящие автомобили и продемонстрирую их во второй серии. И, возможно, кто-то из вас не видел эти наборы, поэтому покажу их еще раз в данном видеоролике. И я купил практически все наборы дополнений от данной студии. Не хватает только одного комплекта, современные российские знаки. И я тоже заказал этот комплект. Когда он придет, я посмотрю, какие номера можно поставить на подходящие автомобили. И тоже могу продемонстрировать эти номера в следующем видеоролике. И первый тип – это номера СССР, образец 46 года. И такие номерные знаки можно ставить на технику вплоть до 65-х годов. Конечно, можно поставить и на более современные машины, но выглядеть это будет не совсем правдоподобно. И тут представлены номера как для легковых, так и грузовых автомобилей, и также есть знаки для прицепов. Пока что не выбрал, на какой прицеп можно поставить такой желтый номерной знак, возможно, на панели ВОЗ на МИ. Также я поставил из этого набора два комплекта. Один поставил на ГАЗ-63 от Автоистории. Я как раз посмотрел, на старых советских фотографиях подобные грузовички встречаются с желтыми знаками, а второй набор я поставил на сидельный тягач ЯАЗ-210D. Я думаю, также один комплект желтых знаков можно поставить на сидельный тягач МАЗ. 200 от Автоистории, такая модель тоже есть в моей коллекции, я думаю, она будет смотреться вполне симпатично. И, возможно, один комплект номерных знаков можно поставить на самосвальный полуприцеп МАЗ, но я не совсем уверен, что он подходит по временному отрезку под эти номера, тем более у меня на этом прицепе стоит современная резина ID304. Я думаю, тогда уже на МАЗ можно подобрать или белый тип номеров, или черный. Тоже напишите в комментариях, кто знает точнее, я пока что не сильно углублялся тематику регистрационных знаков Российской Федерации, ну и Советского Союза, и где-то могу ошибаться. И следующий тип – это тоже номера 46 года, только здесь уже белые буквы и цифры на черном фоне. И эти номера по размеру точно такие же, как желтые, и опять же их можно ставить на технику до 65 года. И тут как гражданские номера, так и военные. Также присутствуют номера для полуприцепов. И, кстати, по-моему, вот именно черные номера для прицепов не особо отличались друг от друга вплоть до 80-х годов, поэтому вот именно эти номерные знаки можно ставить и на более позднюю технику, например, на полуприцеп самосвальный и так далее. И один комплект я поставил на ГАЗ-63А, вариант с лебедкой от Start Scale Models, а второй комплект поставил на КРАС от нашего автопрома. И вот на этих двух типах номерных знаков буквы не были привязаны к региону. На последующих номерах образца 65 года первые две буквы означали определенный город. Например, если это было МО или МК, то это была Москва и так далее. И тут разные номера. Один комплект я поставил на ГАЗ-51, сидельный тягач. Как раз это номера, по-моему, Горького. Также один комплект я поставил на сидельный тягач МАЗ от наш автопром. И один комплект я поставил на иномарку от Neo. Как раз московская прописка. Я посмотрел на фотографиях в интернете. Иномарки тоже встречались в Москве.
И хотел один комплект поставить на более современную технику. У меня от Neo в коллекции есть два одинаковых Buick Riviera, но проблема в том, что, во-первых, большая часть моделей от Neo уже идет с регистрационными знаками, это очень хорошо, не нужно думать, какие номера ставить. А второе то, что если поставить сюда передний советский номерной знак, он не поместится в нишу под номер и будет не совсем красиво. А задний номерной знак хорошо подходит в это место, предназначенное для номера. Но, возможно, потом поставлю один из номеров, тем более есть черно-белая фотография, как раз где точно такой же Бьюик на московских номерах. Также давайте покажу вам быстро следующие номера. Более современный тип 1977 года, но, по-моему, в эксплуатацию эти знаки пошли как раз к Олимпиаде в 80-х годах. И я поставил один комплект на ЗИЛ-130 от Автоистории. И тут номера как для обычных легковушек, так и для грузового транспорта. Ну, можно их ставить на автобусы. И как раз для грузовиков задние знаки в два ряда идут. И, по-моему, такой формат был только для различного грузового транспорта, общественного, а на легковушке подобные номера можно было ставить уже после распада Советского Союза. И также более современные номера России. Синие знаки предназначены для милицейских, полицейских автомобилей. Я взял два комплекта, поставил их на «Газели» от «Агат», а один комплект я поставил на сидельный тягач МАЗ от Автоистории. Тут написано знаки МЧС России, но я посмотрел, они ничем не выделяются от обычных знаков. Просто указан регион, и буквенное и циферное обозначение тоже не несет никакой смысловой нагрузки. Поэтому, я думаю, это обычные номера, которые можно ставить на любую технику. И также последний тип номеров – это номерные знаки Вооруженных сил России. И я взял один комплект и установил его на КАМАЗ от Автоистории. И в отличие от предыдущих номеров, тут циферки в углу не обозначают регион, а просто они привязаны к определенной воинской части. И тоже нужно будет подумать, куда поставить другие номера, потому что у меня современной военной техники не так уж и много. И тоже вы в комментариях можете написать, какой номерной знак подходит под определенную масштабную копию, потому что, я повторюсь, я еще пока не изучил этот вопрос настолько глубоко, но старался подбирать номерные знаки, которые подходят как по региону к определенному грузовику, так, повторюсь, и по буквенному обозначению. И давайте покажу вам самую первую масштабную копию. Это Запорожец из журнальной серии. И сюда я поставил черные регистрационные номерные знаки и убрал плашку с надписью «Запорожец» из пластика, потому что она сильно выпирала, и в таком виде модель смотрится более привлекательно, и как раз вы можете посмотреть, как данные знаки улучшают вид масштабной копии. Следующая модель – это ГАЗ-63 от Автоистории. Повторюсь, поставил сюда желтые знаки для разнообразия. Тоже машинка сразу смотрится более привлекательно. Еще один газончик, только в варианте сидельный тягач. Сюда я поставил уже черные номерные знаки. Как раз можете посмотреть, как машинка с ними выглядит. И еще для этого грузовичка я купил набор фототравления, сеточку на заднее стекло. И нужно будет подобрать краску, чтобы ее окрасить. Тогда уже поставлю ее на заднюю часть. Тоже хорошая модель. И почему изначально некоторые бренды не делают номера, это не сильно удорожает себестоимость модели, но совсем, согласитесь, другой вид. И покажу вам еще один ГАЗ-63, только от ССМ. И сюда я поставил черные номерные знаки. И, кстати, если поискать фотографии в интернете, то можно найти точно такой же грузовик, у которого будут черные номера и буковки будут ЭЭ. Так что тоже, повторюсь, я выбирал номера, которые более-менее подходят к данным грузовикам. И вот так выглядит грузовичок сзади. Следующая модель — это ЯАЗ.
На мой взгляд, здесь лучше смотрятся желтые знаки, хотя можно поставить и более поздние черные номера. Вот так выглядит данный грузовичок. И это объемные номерные знаки. И мне в комментариях писали то, что буковки и циферки здесь сделаны краской. То есть это фототравление не в таком понимании, что буковки изначально сделаны из металла, а просто какая-то вот такая хитрая технология. Ну, выглядят они более реалистично, чем если самостоятельно распечатывать их на принтере. Ну вот более современный номерной знак на сидельном тягаче МАЗ. И изначально хотел сюда поставить более ранние советские номера, но у автоистории крепление под задний номерной знак сделано под вот такой стандарт, а не под двухрядный. Поэтому подумал, что такой вариант будет смотреться более презентабельно. Можно переделать крепление, но не хочу с этим возиться. И покажу вам еще один МАЗ от нашего автопрома. На него я поставил черные регистрационные знаки. Тоже модель сразу преобразилась. Посмотрел, можно было поставить номерной знак и на ящик, но я думаю, вот здесь он смотрится чуть лучше. И покажу вам еще одну модель. КРАС 214 от нашего автопрома. Сюда я поставил военные номера. И тоже не знал, куда ставить номерной знак сзади, потому что на этой модели ящики, но у тех автомобилей, у которых отсутствуют ящички сзади, крепление под левым фонарем. Можно было поставить номерной знак на раму, можно было поставить на задний борт. Особой разницы нету, и в принципе везде номерной знак смотрелся бы симпатично. И покажу вам, давайте, еще одну модель, ЗИЛ-130 от автоистории. Сюда я поставил белые регистрационные знаки. Можно было поставить черные, но это у меня такой, скажем так, колхозный вариант. Тем более автомобиль уже был после капремонта, перекрашенный, поэтому свежие номерные знаки по дате выпуска, я думаю, смотрелись бы не совсем реалистично. И давайте покажу вам автомобили «Газель» от «Агат». Сюда я поставил синие регистрационные знаки, и машины тоже смотрятся более симпатично. У меня есть еще современные милицейские автомобили. Шестерка от Бауэр, на нее можно поставить один комплект. И, по-моему, еще есть пару «Газелей» из журнальной серии, которые я конверсировал. А больше таких современных милицейских и полицейских машин у меня нету. Так что большая часть из набора будет не использована. И давайте покажу вам грузовик КАМАЗ. Хорошая модель. И как раз с номерными знаками она смотрится вполне симпатично. И тоже я выбрал номерной знак, который подходит именно к данному КАМАЗу. Нашел фотографии в интернете и поставил номерные знаки. И покажу вам последнюю масштабную копию от NeoScale Models. Это Wanderer, и на нее поставил советские номера. Тоже модель смотрится с ними довольно интересно. И повторюсь, у меня два одинаковых автомобиля, второй с родными номерными знаками. И как раз вот так машины будут отличаться. И вот такие Вандереры встречались в Советском Союзе. И, в принципе, это вполне, скажем так, более-менее реалистичный вариант. И пишите ваши комментарии, если у вас похожие наборы, дорабатываете ли вы свои масштабные копии. Понравился ли вам данный видеоролик? Также не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются разнообразные видеоролики на масштабные копии из моей коллекции. А на сегодня это все. Пока-пока.